С виду это небольшое здание имеет масштабные подвалы с промышленными холодильниками, брошенными более 20 лет назад. Все года это место было закрыто, и лишь недавно появилась возможность в него попасть. Если сверху уже успели побывать мародеры, то в подвал еще никто не успел спуститься, кроме нас. Подвал был завален артефактами эпохи прошлого, а за массивными стальными дверями холодильников скрывалось то, что не стоило мне видеть. Досмотрите это видео до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Фу, сука, какой тут запах. Старый чемодан. Опа. Или не чемодан? Чемодан, похоже. Ничего, потому что это, блядь, старинный радиоприемник. Да, вон, смотри, такие же самые чемоданы. Что это у нас такое? Кипригели какой-то, хер его знает. Ёп, смотри, сколько чемоданов. Офигеть. Ребята, как лаборатория была. Смотрите, какая красота. Просто посмотри вокруг. Лепнина такая. Лепнина. Бомба. Блять, кто-то идет, сука. Серьезно? Да. Смотрите. КГРТ, что это такое вообще? А? Ребят, это какая-то старинный фотоаппарат. На вон фотографии. А, для фотоаппарата. Хер его знает, что фотостудия какая-то была. Это ящики. Смотрите, какие ящики прикольные. Там как раз был тот предмет, о котором мы не знаем, что это такое. Это уже столовая. Смотрите, ребята, что осталось от столовки. Была огромная печь. Именно печь, ребят, это печь. Которая топилась, могла топиться газом, могла топиться дровами. И это, скорее всего, еще времен до Советского Союза, постройки все. Просто во время Советского Союза, вероятнее всего, сюда просто привели газ, провели. А, тут мясной цех. Обережно, чувач, бачиш. Небезпечно. Угу. О, фартух залишився. Короче, ребят, такое вот место.
Оно было всегда закрыто. И вот оно наконец-то открыто. Идем на второй этаж, потом спустимся для вас в подвал. Ребята, поднимаюсь наверх. И вот тут 3 этажа, оказывается, не 2. Бля, как пролезть, сука. Охереть. А так-то вот зал, ребята, только посмотрите. Извините меня. Смотрите, какая красота. Говорю, это была когда-то усадьба. Усадьба какая-то была, тут жили богатые люди. Этому зданию, думаю, что больше 100 лет. Но, к сожалению, оно сильно пострадало. Вначале от действия советской власти, которая сгнала этих людей. А потом пострадало от действия вандалов, которого окончательно добили. Да, тут была столовая, ребята, видите. Всякие вон тарелки стоят еще, с тех пор ничего с ними не случилось. Стаканчики, хулянчики. А что там за картинки? Что там? Трассология какая-то, криминалистическая тактика. Там еще есть этаж вверх. Да, я просто снимаю. Я понял. Представляешь, как оно было крутое, когда оно не было разбито? Ладно, ребят, мы сейчас пойдем еще выше, на чердак. Я думаю, вам будет интересно посмотреть, что осталось на чердаке. Подвал будем идти? Да, идем потом, конечно. Нет, ладно, давай. Если не следует, то полностью все. Давай, догоняй. Да, Ну, стрёмно самому, блядь. Ух ты, ё. Фу. Сырость смешно с мусором. Опа, смотрите. Противогаз. И календарь за 2006 год, ребята. Это все работало в 2006 году. Еще противогаз, видите? Какая-то страшные закрутки, хер пойми с чем. Хотите попробовать такие? Я вам отправлю, подписчики мои. Да. Майола, даже не знаю, что это такое, уже таких фирм нет. Вы понимали, ребята, тут еще какие-то фирмы, которые уже 100 лет как не используются. Это все склады. Тут когда-то был склад. И какие-то подсобные помещения, видите, раз календари, значит, тут были подсобные помещения. Промышленные холодильники. Посуда, закрутки. Тут была столовая. И в подвале что-то тут хранилось. Даже не
не работает замок. Мы сейчас идем вдоль посуды. Видите, везде посуда. Ох, вы смотрите, это холодильник огромный. Ё-моё. Фу, сука, какой тут запах. Тут где-то, наверное, были еще, ну там вот трубы. Бля, там что, кости? Ебать, смотрите. Тут, блядь, жмурики. Какие-то куры, блядь, сгнившие. Фу, сука. Фу, сука. Блин, нахер это пошел. Блядь, там в натуре жмуры. Полный холодильник дохлых курей. Фу, блядь, даже зайти сюда невозможно, воняет. Фу, сука, пиздец. Фу. Пиздец, ты сюда не заходи. Туда? Противогазы, там, блядь, курей дохлых целая куча. Потрушенных или? Целые тушки. Ну да, братан, тут склады были. Тут хотя бы ничего нету такого страшного. Там пиздец, там, знаете, санитария лютая. Вот тут, да? Тут, да. Хуй откроешь ее. Заняла уже все. Короче, вы понимаете, ребята, тут жесть, блядь. Я чую, что ты тут блюешь. Да тут пипец. Ладно, идем в другое крыло и пошли отсюда, блядь. И дышать тут не могу просто. Говном воняет каким-то гнилью. Ну, бачишь. Вонючий запах, блядь. Ребят, эти куры тут уже гниют лет 20, блядь. Я тут еще не бух. Сейчас сюда загляну. Ну тут лифт. Я дальше уже не полезу, там тупик или какая-то комната. В общем, ребята, вы все видели. Кстати, вот. Старинные бутылки из-под молока. Что доказывает, что этому холодильнику 100-500 лет. Блядь. Башку ударился. Короче, пошли, воняет, блядь. Невыносимо. Прибор. Ребята, короче, все. Мы для вас все отсняли. Будем покидать это место, потому что там бабские голоса со стороны. Мы на закрытой территории. Вполне возможно, что нас уже засекли. И лучше, конечно, отсюда быстро свалить, пока есть возможность. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и приятного просмотра.